Это не минерал, а космос. Его внешняя манящая красота не сравнится с его внутренним мощным потенциалом и своей неоднозначностью. Приветствую вас всех, друзья, на этом канале. Сегодня этим прекрасным минералом будет завершаться 2024 год, в котором я, кстати, открыла этот канал, воплощая в реальность этот проект, создавая личный ДНК, что говорит нам о том, что новый 2025 как для вас, так и для меня будет еще интереснее, многогранней, и там ждать совсем будут другие, не менее интересные выпуски. Поэтому к сегодняшнему выпуску готовилась с огромным трепетом, и по причине того, что радуга мне не чужда, как и сам, собственно говоря, этот камень. Сегодня мы распакуем радугу, познакомимся с вампиром, прогуляемся по одному из самых красивых мест в Италии, соприкоснувшись с историей, культурой, архитектурой, нумерологией, таро. Опять встретимся с 15-м арканом. Ну и, собственно, поделюсь, как всегда, своими изучениями, наблюдениями и многое-многое другое. Радужный флюорит отличается от других разновидностей флюорита прежде всего своим многоцветным спектром, который включает оттенки зеленого, синего, фиолетового и желтого, создавая при этом уникальные узоры и текстуры. Не просто тоже так он же называется радужным. Этот красавчик окружен множеством легенд и мифов. В древности его считали камнем, способным открывать истинные стремления души и защищать от негативной энергии. В алхимии флюорит ассоциировался с поиском философского всем известного камня, поскольку его свечение при нагревании вызывало восхищение и в то же самое время колоссальный страх. А это как раз его основной резонанс с анахатой, одной из 7 энергетических центров, с которой он связан непосредственно, потому что именно на анахате чакре у человека начинается развитие. Включается эмпатия, медиумизм, экстрасенсорика. На этом же уровне человек начинает более тоньше и чувственнее воспринимать внешнее пространство, изучать его. Соответственно, его внимание направлено на внешние источники, на то, как реагирует в диалоге пространство, на то, что и как может интерпретировать человек через какие-то банальные полеты птичек, знаки, ощущения и многие другие важные вещи, которые становятся действительно важными для человека, который начинает развиваться. Раньше существовало поверье, что радужный флюорит помогает в медитации и усиливает интуицию, что делало его, кстати, популярным среди мудрецов и целителей. К слову сказать, минерал, конечно, непростой, учитывая действительно, что алхимики, старейшие и знатные люди того времени, видимо, увидели что-то больше в нем. Не такой, конечно, этот минерал, простой, как может показаться. Это один из тех камней, которые действительно внешне привлекают своей красотой, при этом же соответствуют и внутренним свойствам и необычной многогранностью. Лично от себя могу подтвердить, сказать, насколько колоссальный потенциал. Это, как сказать, ничего, конечно, не буду зарекаться и говорить за всех, но то, что этот минерал неоднозначен своей гаммой свойств и как он может себя проявлять, говорит мой опыт о том, что действительно он своеобразный и необыкновенный. В античные времена радужный флюорит ценился наравне с золотом. И только уже из этой информации действительно начинаешь ловить себя на мысли, что времена-то были, конечно же, тогда другие, как, естественно, и ценности тоже были другие. И то, что нам сейчас может показаться таким примитивным, на самом деле, это просто от незнания и не будучи в теме. Существуют разные разновидности флюорита, и обросли они мифами и легендами на протяжении многих столетий и веков.
И это тоже, кстати, нам говорит о некой протяженности передачи какой-то информации, знаний сквозь века от других людей, тех же самых мудрецов тех времен, которые вносили каким-то образом свой вклад через собственное развитие, по-своему, конечно, каждый в той или иной форме, которые нам передаются, да, через те же мифы, сказки, книги, которые читаются и изучаются, и, естественно, как следствие используются в новых эволюционных технологиях, методах взаимодействия с инфополем через разного, конечно, рода направления, как, опять-таки, это эзотерического характера, так и системных бытовых взаимодействий. В общем, изучая, мы создаем и прописываем для будущих поколений информацию, фиксируя через разные инструменты. Кто-то пишет книги, кто-то пишет песни, поэзии, ювелиры создают украшения, модельеры тоже, да, каким-то образом включают историю в свои дизайны, креативные какие-то моменты. Другой вопрос, конечно, как каждый воспринимает информацию, это уже зависит от уровня восприятия сознания каждого человека. Но, по сути, каждый из вас, из нас на своем уровне прописывает алгоритм информации, который передается, будет передаваться, соответственно, следующим поколениям, и в этом тоже сама эволюция нашей планеты Земли. Та же суть и с камнями. С одним и тем же камнем разные люди могут иметь разные взаимодействия с учетом как личных программ, свойств, которые отображаются в определенном камне, но и как резонируют вибрации с определенным человеком, его сознанием, которое охватывает какой-то уровень информации, который, собственно, несет в себе каждый камень. Отсюда и амулеты, талисманы имеют разные уровни защиты, привлечения, программы, которые зависят от практики, от человека, его энергетики, его силы. Если взять Древний Рим, флюорит использовался там для изготовления дорогих ваз и кубков, которые считались тогда опять-таки неким эталоном, символом богатства. На сегодняшнем языке искусства это говорится как инвестиции. Довольно-таки важная личность того времени, Плиний Старший, упоминал о муриновых вазах, привезенных из Парфии, ценившихся тогда на вес золота. Плинию Иль Гранде, известный как Гайо Плиниус Секондо, родился в Комо, Ломбардия, Италия, в семье всадников в 23 году нашей эры и умер в 79 году нашей эры во время извержения Везувия. Он был римским писателем, ученым и государственным деятелем, служил прокурором в различных провинциях Римской империи, а также командовал флотом в Мизене. Кстати, Комо вызвала сразу резонанс с флюоритом, и здесь действительно пошла такая некая распаковка, которой я уже символизм поняла вследствие. Я думаю, что это не только интересно с точки зрения истории самого этого места, но и насколько есть взаимосвязь между этим камнем для того, чтобы понимать его свойства. Так вот, Комо, по сути, больше известно как озеро Комо, третье по величине в Италии и вообще является одним из самых красивых, привлекающих не только туристов места, но и режиссеров со всего мира. Там же на озере были сняты множество известных фильмов, как «007. Казино Рояль», «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов», «Месяц на озере», «Сад наслаждения», «Жизнь взаймы». И еще, кстати, там же снимался клип одной из известных и многими любимой певицы из группы No Doubt 90-х годов, Гвен Стефани, с ее песней «Cool», выпуском 5 июля 2005 года из нашумевшего альбома Love Angel Music Baby. Сногсшибательные виды природы, история, мистика, рай для церемоний туристических прогулок, открывающих всю гамму красоты
созданное матушкой природой, и говорит и подчеркивает еще раз красоту и атмосферу того региона. Что нам скажет Саксония по поводу флюорита? Рабочие называли его рудным цветком, эрцблюм, поскольку его наличие указывало на близость к ценным минералам, и это мы уже с вами поняли, что ценен этот минерал был еще как во все времена. Алхимия средних веков меня, конечно, не удивила, с кем отождествляли этот камень. Флюорит у них считался дьявольским камнем из-за своей способности выделять ядовитые газы при нагревании, что привело к безрезультативности опытов многих алхимиков, пытавшихся создать вот этот самый философский камень, веря, что он может изменить судьбу. Дьявол – это, конечно, еще тот персонаж в истории, мифологии, магии, который не имеет и не должен иметь однозначной характеристики. Его роль как змеи, лилит, демонов и других страшных божеств и грозных планет, которые для нас всех являются всего лишь зеркалом, в которое мы все смотрим на себя каждый день, либо же видим себя через других людей, ситуаций, которые проживаем, и они же толкают нас на то, чтобы мы эволюционировали за счет проработки собственных каких-то блоков и характеристик, мешающих продвигаться нам по ветке эволюции. Это, собственно, повторюсь, как точки, с которыми мы соприкасаемся для того, чтобы расти. Тоже так и с философским камнем. Знаете, не получается, значит, тут что-то не так, значит, замешан дьявол или найдем виновного. Понятное дело, конечно, да, шутки в сторону, что простой камень по щучьему велению и нашему хотению судьбу, конечно, не изменит, золото не подарит, но может повлиять на энергетику с энергетической точки зрения, увидеть проблему, сонастроить там, где есть дисбаланс. Кстати, это одно из качеств радужного флюорита. Пока из всей информации можно проследить, как видите, четкую связь камня с анахатой, то есть нашим сердечком, эмоций, а там много чего, друзья, любовь к чему-то, к себе, к другим, ну и, собственно, 15-й аркан в связке. А на анахате 15-й аркан работает как выбор сердцем через то, что истинно люблю, остальное материализуется кропотливой работой. Делаю то, что не первым планом идет как ради денег и материального достатка, потому что мне это нравится, и в этом я расту, при этом же я материализую. Собственно, тенденция ближайших 20 лет с открытием двери Плутона, об этом тоже многие, я думаю, знают. Только сердцем и без него никуда. Ни в работе, ни в любви, ни в начинаниях, ни в чем. Анахата просто здесь первым планом. Но то, что делали алхимики, например, да, вот так же опять с тем же философским камнем, всю эту процедуру они делали не ради того, чтобы иметь золото, и не ради каких-то ресурсов, а ради процесса науки, поглощения, изучения, да, получения и трансмутации каких-то знаний, которые же потом нам и передаются. Кстати, вот в «Дивиной комедии» Данте этого не совсем понял, и, в общем, алхимиков он в 9 кругов ада, в общем, тогда и отправил. Опять-таки, времена разные, понятия тоже разные. Философский камень имеет множество названий в различных культурах и традициях. Вот некоторые из них. Это магистерий, это эликсир философов, его, да, называли еще 5-м элементом. Касаемо же символики философского камня, она разнообразна и многослойна, и отражая ее алхимические и мистические значения, тоже можно увидеть некий резонанс с флюоритом, который вы поймете потом, что это за резонанс. Так вот, символикой
философского камня, да, был как змей, уроборос, лев, глотающий солнце, алхимическая квадратура, которая символизирует как слияние неба и земли, вечности и материи, что, естественно, отождествляет цель алхимического процесса, о котором я говорила ранее. Углубимся в распаковки и увидите всю взаимосвязь. Имея определенные знания по уроборосу, когда изучала эту тематику, сам этот символ, меня зацепил почему-то сразу здесь этот знак. И вспомнился еще один похожий на него. Какая в нем связь и причем здесь она? Как оказалось, второй знак, который мне помнился, это был знак Ордена Драконов. Удивительно. Из всех возможных возможностей в год дракона, скажем так, опять найти этот знак дракона, связанный с уроборосом. И не только он. Одним из известных членов рыцарей этого ордена был Влад II Цепиш, который носил имя Дракула, означающее «да здравствуйте», дьявол или дракон на румынском. Его сын Влад III родился в 1431 году в Трансильвании, был валашским князем, правивший в 15 веке. Да здравствует опять 15-й аркан, никуда мы от него не денемся. Так вот, он унаследовал это прозвище и использовал его для подчеркивания своей власти и идентичности Валахии. В процессе времени название изменилось уже на Дракулу, что также, естественно, стало ассоциироваться с его жестокими методами правления. Опять спросите, а флюорит где здесь еще резонирует? Так вот, из известных нам всем персонажей, который использовал именно зеленый флюорит, был вот как раз граф Дракула, который хранил зеленый флюорит, известный как трансильванский изумруд. Тот же самый образ Дракулы стал основой для знаменитого романа Брэма Стокера «Дракула», где он представлен как вампир, что усилило его мифологический статус в культуре того времени, а это был 1236 год. Кто-то продолжает верить в совпадение еще, ребят. Хотя здесь, кстати, наглядный пример именно связки информации и работы с ней. Теперь бы сопоставить с функциями и свойствами этого минерала. Давайте разбираться. Классически считается, что радужный флюорит соотносится с высшими чакрами. Диапазон протяженности от анахата чакры до сахасрары, включая, естественно, вишвудху и аджну. Это у нас сознание, это у нас третий глаз, кармическое ядро, это у нас высшее подключение с божественным. Так вот, самые характерные свойства камня я могу выделить два. Первое, он дает инпут, активирует и работает действительно с третьим глазом, он может настраивать интуицию и экстрасенсорные способности, при этом улучшая связь сознания с верхним подключением. Еще одно важное свойство, второе, это защита от негативной энергии, как минимум от вампирических каналов и людей, несущих энергию, и, скажем так, сосущих, а не несущих энергию и ресурсы. Этот камень способен очищать ауру, поглощая негативные энергии и преобразовывая их в положительные. Очень важно, единственное, чистить этот камень. Как один из методов может подойти стихия вода. Она у нас тоже проявилась в распаковке. И это действительно самый лучший способ чистки этого минерала от накопившейся негативной энергетики. Флюорит может стоять в любом пространстве, он будет влиять как фильтр от негативной энергетики, которая может аккумулироваться, исходить от людей, от самой местности, тем самым генерировать частоту гармонии любви по как раз вот частоте зеленого диапазона. Отсюда и нужно его часто очищать. Индикатором того, что его нужно помыть, вы можете определить по его цвету, потому как сам камень может меняться, даже трескаться внутри или проявляться на нем какие-то царапины, что говорит может о многом. Чем больше он проявляется внешне, внутренне своими
поломами, трещинами и изменением цвета говорит о программе, с которой он соприкоснулся, естественно, и впитал в себя. Радужный флюорит оказывает влияние не только на верхний диапазон, но и на все чакры, благодаря своему как раз этому многоцветовому спектру, активируя и гармонизируя его. Классические свойства этого камня по каждой чакре вы, конечно, можете найти в разных источниках. Здесь же я просто хочу поделиться информацией, которая может быть дополнением к классической. Что с ней уже делать, это вам решать. Я уже как-то говорила в одном из видео, по-моему, про сердолик была речь, касаемо того, что камни иногда могут резонировать с вибрациями человека, местности или какого-либо предмета без участия самого человека, то есть соприкосновения, работы, медитации, какой-то там запуска программы. Дело в том, что странным образом камень, флюорит в данном случае, он может активировать программу чистки, запустить некий такой энергетический механизм, соприкоснувшись, например, с определенной вибрацией, частотой человека, проще говоря, чакрой. То, что наблюдала я при работе с этим камнем, как на себе, так и с другими, флюорит может подключаться действительно к частоте одной из ваших чакр, активировать процессы, некие такие программы, через которые может начаться преобразование и работа, как энергетическая, так и формироваться ситуации, в которых человек условно развивается через практики, ситуации разного рода, проходит определенные проработку. Еще один важный момент, где вы ложите и храните камень. Например, это в какой-то старинной шкатулке вашей или ваших предков, или какой-то купленной на аукционе или на ярмарке. Флюорит может соприкасаться энергетически с этим предметом и опять же таки тоже условно запускает программу. Допустим, вы его положили в родительскую шкатулочку, переданную вам, и он, естественно, то есть сама шкатулочка нанесет определенную энергетику, историю, о которой не всегда можно знать, и не всегда даже сами родители помнят, либо рассказывают. В таких случаях я наблюдала действительно прямое такое подключение, как некий основной энергоканал и по манипуре. А там же у нас с вами что? Это желтый диапазон, это у нас каналы, связанные с родом. Это как вилка, включенная в розетку. Свет вроде в комнате есть, но и видно, что в этой комнате. А там может быть и пыль, много ненужных вещей, вспоминания, что-то, чего не замечали и не хотим на это обращать внимание. И та же пыль, она вызывать может аллергию, соответственно, влиять на нашу жизнь, как и, собственно говоря, все события в нашей жизни. Поэтому все это, конечно, вам сейчас может показаться таким сумбурным и нереальным. И причем здесь это все камень к человеку, эти все программы. На самом деле, с одной стороны, камни к нам приходят не просто так, даже когда мы хотим или думаем, что мы покупаем какой-то камень, мы его выбираем, и это наш выбор. На самом деле выбирают они нас, и вещь, которую даже мы покупаем, как и люди, которые к нам приходят в наше пространство, они приходят для какой-то задачи, с которой мы должны либо справиться, либо наработать какого-то рода опыт, либо это же опять-таки могут быть даже те же самые кармические, всем известные соударения, либо же просто кармический опыт, что говорит карма. Это не всегда плохо и хорошо, это просто говорит, что нужно пройти какой-то опыт. Естественно, не всегда программы, которые нужно человеку пройти, являются положительными. Это мы тоже с вами знаем, как и люди, которые приходят, не со всеми мы можем и должны дружить. И, естественно, опять-таки тоже могут происходить соударения. В принципе, эта работа флюорита по манипуре чакре, в примере, со шкатулочкой, в которую можно положить какое-то ожерелье, либо же камушек,
либо же тот флюорит может сыграть, не скажу злую шутку, потому что на самом деле это будет только в помощь, как и все, что происходит в нашей жизни. Учитывая всю информацию, которую мы с вами сейчас рассмотрели, а заметьте, сколько цифр было, и одна из самых таких видящихся мне, по крайней мере, цифр, это была у нас 5, которая говорит о том, что, это старший аркан Иерофант, Таро, говорящий о духовном развитии, о ценностях, о росте духовном через работу внутреннего я и внешними ситуациями. Это религия, вера, сакральность семьи и отношений. И флюорит, естественно, как камень радужный, как камень, который работает как и с низом, так и сверху, действительно может выковыривать какие-то родовые программы, которые блокируют рост и эволюцию самого человека. Мы видим здесь и 15, циферку 15, как старший аркан Дьявол, в сумме тоже здесь может вытекать 6 влюбленных. И это говорит, что флюорит действительно может поработать с привязками, страхами и колебаниями, и, может быть, в принятии каких-то решений, которые должны идти от сердца анахаты, тоже оно у нас проявлено здесь, направляя на работу уже, с какими-то личными ценностями по типу зов сердца, иду туда, делаю то, живу с теми, общаюсь с теми. 8. Тоже часто попадающаяся на глаза цифра, она что говорит? Она может, эта энергия в контексте флюорита уравновесить и придаст силы за счет переработки негативной энергии того, что кто ее может забирать, как вампирически, так и энергетически. Как вы заметили, главным выделяющимся цветом во всей этой распаковке, несмотря на радужность этого камня, является у нас с вами зеленый цвет, соотносящийся, повторюсь, к анахате чакре, что говорит, что все-таки этот камень для развития способностей, интуиции, комплексно, действительно он затрагивает чакральный столб, но первый идет это анахата, через нее идет подключение к какой-то другой основной чакре, с которой может идти у вас проработка, и через эту чакру идет эволюция, то есть это работа с энергиями, это работа со своим телом, это работа с внешним ресурсом, это колоссальный, ребят, камень, о котором действительно я бы могла рассказывать очень и очень много. Поэтому флюорит оказывает влияние, повторюсь, на различные чакры в зависимости от своего цвета. Например, если вы хотите защитить себя и обезопасить от вампирических, как мы поняли, каналов, Дракула же не просто так носил зеленый флюорит, точнее использовался. Так вот, вы можете его носить от людей, которые могут транслировать, кушать, как вампиры, вашу энергетику, за счет какого-то проявления своего в вашу сторону. И, соответственно, если вы повесите кулончик на уровень анахаты или брошечку с зеленым флюоритом, то это вас защитит, скажем так, нейтрализует какую-то негативную извне энергетику. Если же, например, вы хотите поработать с вашей интуицией, с пространством, с вашим третьим глазиком, пожалуйста, можете сделать работу, медитацию с фиолетовым флюоритом, положить его на третий глаз, либо же просто взяв его в ручки, поработать, провзаимодействовать, почувствовать, поговорить, сонастроиться с данной частотой. Естественно, ходите для каждого случая покупать разного рода и цвета флюорит не будешь, поэтому вот вам и радужный камень. 7 чудес света в одном. Но естественно, что покупая радужный флюорит, опять-таки, я уже пояснила, может он проявлять себя неоднозначно, считывать энергетику, считывать и вот этот резонанс с вашей энергетикой и неожиданность в том, куда его потянет, на какой сектор. Собственно говоря, радуга, о ней мы должны поговорить с вами, потому что
Все-таки это важный фундаментальный резонанс этого камня, который отображает его силу и разносторонность. Так вот, радуга в различных культурах символизирует, естественно, множество значений. Например, в Древнем Египте она воспринималась как мост между небом и землей, связывающий людей с божествами, особенно с богом солнца Ра. Радуга олицетворяла божественное вмешательство и служила знаком милосердия. Кроме того, радуга ассоциировалась с небесной змеей, символизирующей защиту и охрану сокровищ, что подчеркивало ее магическую природу и значимость у древних египтян. Как видите, чем глубже история и древнее цивилизация, а древние цивилизации, они по развитию эволюции немножечко были выше касты, чем мы сейчас, тем менее примитивное восприятие у них было того, что для нас кажется совсем другой стороной медали. В христианстве радуга считается знаком завета Бога с человечеством после потопа, символизируя надежду и милосердие. В мифах других культур радуга также ассоциируется с божествами, например, в скандинавской мифологии с мостом Бифрёст, соединяющий мир людей и богов. Радужный флюорит действительно неоднозначный, непредсказуемый, но очень мощный и интересный минерал. Хорошо это или нет, решать вам, так как резонировать, друзья, он может у каждого по-своему. Как и значение самой радуги. Кто-то смотрит на нее, и она вызывает радость, имея значение в моменте. У кого-то это знак удачи, для других это знак сексуальной принадлежности или вообще какой-то личной ассоциации, связанной с внутренним миром. Арка радужной дуги – это как некий портал счастья, который часто используют, кстати, в различных церемониях. Они же были ключевыми элементами в архитектуре древних цивилизаций. В контексте флюорита это еще раз подтверждает его особенность, разносторонность и ценность, которую он несет. Флюорит как метеорит, посланный издалека. Изучить тяжело, но след оставит навсегда, ведь в нем душа той частоты, где нет условий, но есть мотив. На этой прекрасной ноте, ребят, я хочу закончить сегодняшний выпуск, и я надеюсь, что вам было интересно, что вам это было полезно, и я буду с нетерпением ждать вашей обратной связи. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то опыт с этим камнем, как он резонирует с вами. Поделитесь, может быть, захотелось кому-то приобрести, либо вам была просто интересная информация, с которой вы познакомились в первый раз. В общем, не важно, что и как, важно, как вы ощущаете себя после данного видео, насколько вам это помогло. В общем, пишите, рассказывайте, делитесь, подписывайтесь на этот канал, передавайте его другим. И я всех вас искренне благодарю за то, что вы присутствуете в моем пространстве, поддерживаете этот проект, за прекрасные пожелания, за добро, которое вы шлете. И я просто уверена, что это только начало, и еще много-много полезностей мы сможем обменяться здесь. Поэтому я не прощаюсь, а просто говорю до следующего видео. Пока-пока, ребят!